Всем добрый день! Вы на канале Вязание Тангелины Азимок. Подписывайтесь на платформу Яндекс.Дзен, Рутюб, Телеграм-канал. Там все мои ролики выходят. Сегодня предлагаю связать очень модную кофточку. Почему именно ее? У меня уже есть мастер-класс такой на YouTube. Я решила повторить, потому что кофточка очень модная. И из всех вещей, которые я продавала, вот эту кофточку я продавала больше всего. На нее всегда идет спрос, и она всегда хорошо продается. Поэтому если сейчас в наше сложное время кому-то нужно связать что-то на продажу, то вот этот вариант самый беспроигрышный. Не знаю почему, но вот эту кофту-сетку покупают всегда. Предлагаю посмотреть, связать и продать. У меня замечательные слонимские ниточки, шерсть плюс пан. Я набрала воздушные петли по объему бедер, по самому широкому месту, как правило. И связала один ряд столбики с одним накидом. Я надеюсь, что это умеют делать все. И показывать это можно и не показывать. Воздушные петельки и столбики с одним накидом первый ряд. Теперь мы начинаем вязание. Воздушную петельку сделали, рельефных столбиков. Резиночку, рельефный столбик лицевой и рельефный изнаночный. Показываю, может быть, это не все знают. Рельефный лицевой. Таким образом я буду вязать рядочков 5-6. Это будет резинка. Резинка для нашей ажурной кофты-сетки. Самой популярной, самой модной, которую все просят связать. И у меня продалось несколько кофточек. Именно вот такого плана. Не знаю почему. Свяжем 3, 4, 5, 6 рядочков резиночки рельефным столбиком. Кому как нравится, какая ширина резинки. Связала резиночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядочков. Но это, смотрите, на ваше усмотрение. Это не принципиально. Идем вязать узор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Внизу пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 столбик соединяем. 1, 2, 3. Пропускаем 1, 2. В 3 соединяем. И повтор. Наша задача провязать 13 и 3 воздушные петли. Внизу оставляем 8 и 2 столбика. Вот такой первый ряд будет у нас. 13 большая арочка и 3 маленькая. Вот она у нас. 13 и 3. Я написала 13 и 3. Внизу 8 и 2 пропускаем. Довязываем. Раппорт получается у нас 11 петелечек, но всегда, вот если, знаете, одного-два столбика не хватило, вот у меня внизу, допустим, не 8, а 7, одного столбика не хватило, ничего страшного, перевязывать не нужно. Просто нужно подстроить узор под нашу резиночку. Делаем одну воздушную петельку. Наша задача провязать 3 воздушные петли, но нам нужно оказаться в центре. Я провязала 2 воздушные петли, и вот такой хочу сделать как бы столбик, вот так, чтобы в центре 3 воздушных петель оказаться. И теперь начинаем вязать второй узор. Всего у нас 2 рядочка будет раппорт узора. Мы вяжем 3, 4, 5 и 6. 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3 и 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Так, ниточку подтянем. 5 и 6. 6 столбиков связали. У нас вот маленькая арочка. В центр присоединились. Сделали накид и идем дальше. Вяжем 6 столбиков.
То есть вот смотрите, что у нас должно получиться. Вот такой полуромбик. У нас же ромбики будут. Вот это полуромбик. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 столбиков. 1, 2, 3 воздушные петли. Столбик без накида, либо соединительный столбик. 1, 2, 3 и еще 6 столбиков. Вот такой полуромбик мы с вами будем вязать. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. А там, где у нас маленькая арочка, в центр присоединяемся. Делаем накид и вяжем опять 6 столбиков. Вот такой у нас половинчатый ромбик должен получиться по всему объему. Провязали первый ряд, вернее даже второй ряд, да? Раппорт узора. Первый ряд воздушные петли, второй ряд столбики. Теперь мы делаем все то же самое, но единственное, что нам нужно с нашего центра добраться до верхушки ромба. Для этого мы соединительными столбиками просто быстро, аккуратно добираемся до самого верха. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петли за верхушку. Присоединяемся, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Точно так же, да, вы правы, все. И за верхушку между первым и вторым столбиком присоединяемся. 1, 2, 3. За верхушку присоединяемся. Вот и все. Представляете, как просто. Я уверена, что каждый сможет это связать. Вот такая наша задача. Провязываем первый ряд, а второй мы знаем как. Провязываем точно так же, такую же обвязочку делаем. Все точно так же. Вот так все просто. У нас получаются такие замечательные ромбы. Довязываем цепочку. Присоединяемся в арочку. Можно сделать еще один соединительный столбик, чтобы оказаться в центре. И начинаем все то же самое. Все, что мы с вами вязали. 6 столбиков с одним накидом и так далее. И у нас получается красивый ромб. Вяжем до проймы сантиметров 40. Примерно 40-45 даже. Вот так сделаем. Провязали вот такими красивыми ромбами. Сантиметров 40, ну, по крайней мере, я всегда вяжу 40 сантиметров до проймы. Начиная с резиночки, резиночку провязали, набрали ромбики и вяжем до проймы. Вот просто ровным полотном по кругу, ничего не меняя. 13 воздушных петель у нас, помните, да? 13 воздушных петель плюс 3. Потом их обвязываем 6 и 6. И получаем вот такие красивые ромбы. Что еще важно? Чтобы ромбы были в четном количестве. Вот у меня получилось нечетное количество. Это ничего страшного, конечно, тоже. Что значит нечетное? Вот смотрите. Поделили пополам. Вот у меня здесь будет пройма. И пройма здесь. И один ромбик у меня выпадает на один ромбик больше. Я его оставляю наперед, на грудь. Если четное количество ромбов, здорово. Если нечетное, тоже ничего страшного. Наша задача связать до проймы. От проймы у нас будет вязание очень интересное и совсем несложное, не бойтесь. Но это будет в следующей части. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Огромная просьба, пишите комментарии. Это очень-очень важно. И будем вязать дальше. В следующем видео мастер-классе продолжение этой оригинальной кофточки и очень модной. Всем добрый день! Вы на канале Вязание Тангелины Азимок. Подписывайтесь на платформу Яндекс.Дзен, Рутюб, телеграм-канал. Там все мои ролики выходят. Сегодня предлагаю связать
очень модную кофточку. Почему именно ее? У меня уже есть мастер-класс такой на YouTube. Я решила повторить, потому что кофточка очень модная. И из всех вещей, которые я продавала, вот эту кофточку я продавала больше всего. На нее всегда идет спрос, и она всегда хорошо продается. Поэтому, если сейчас в наше сложное время кому-то нужно связать что-то на продажу, то вот этот вариант самый беспроигрышный. Не знаю почему, но вот эту кофту-сетку покупают всегда. Предлагаю посмотреть, связать и продать.